Салют, мы дождались, закончился исторический легендарный турнир UFC в Белом доме. Илья Топуря против Джастина Гейджа за титул в легком весе. Алекс Перейра против Сирил Гана за титул в тяжелом весе. Омели против Захаби, Руфи против Чендлера, Хокит против Льюиса. И все это на лужайке Белого дома в день рождения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Меня зовут Влад Калугин, и это обзор на все бои UFC White House. Поехали! Видео нокаутов с этого турнира, все последствия и высказывания бойцов после боев уже доступны в нашем телеграм-канале Калугин ММА, поэтому праздник контента продолжается именно на просторах телеграма. Переходи и читай, что произошло сразу после турнира. В этом же телеграм-канале можно забрать фрибет 10 тысяч от моих партнеров, а если телеграм тебе неудобен, то фрибет можно забрать по QR-коду на экране. Идеальный момент воспользоваться такой возможностью, учитывая, что в самом разгаре чемпионат мира по футболу, а мы начинаем. Диего Лопес, единственный человек в UFC, который выступил на UFC 300, на турнире в Сфере и сегодня на турнире в Белом доме. На такую лояльность со стороны лиги нужно отвечать стабильно яркими выступлениями, но с этим у бразильца проблем никаких нет. Впрочем, их нет и у его соперника Стива Гарсии. Американец идет на серии из 7 побед, 6 из которых нокауты. Кулаки этого парня действительно каменные, ведь за всю свою карьеру уже набралось аж 15 нокаутов. Сегодня у Стива есть шанс залететь в топ-3 весовой, лучше поединка открытия для такого карда придумать сложно. Сразу хочется отметить антураж, вид из октагона, где на фоне Белый дом. Фантастика, словно ты смотришь не настоящий прямой эфир, а это какая-то локация из видеоигры. Шикарно. Но перейдем к бою. Первый раунд. Гарсия сразу начинает давить. Бойцы обменялись на старте плотными попаданиями, точными, показали крепкость челюсти. Но дальше Гарсия стал перерабатывать. На протяжении всего раунда он попадал на порядок больше. Лопес лишь изредка угрожал встречными ударами. В 2 раза больше акцентированных ударов у Гарсии, он выиграл первый раунд. Вторая пятиминутка. Стив Гарсия не сбавляет обороты и обычными прямыми сотрясает раз за разом голову Лопеса. Но знаете, в чем всегда Лопес был хорош на 100%? Это в реализации своих моментов. Он начал провоцировать размены. И в размене точно в челюсть заряжает боковым. Гарсия падает, и Лопес добивает его до самой отключки. Это все. Победа нокаутом Диего Лопеса во втором раунде. Шикарный бой, шикарное выступление и заявка на бонус в 400 тысяч баксов. Год назад, в мае, Бо Никол потерпел неприятное досрочное поражение от Ренье де Ридера и получил шквал критики в свой адрес. Вернувшись в октагон в ноябре, Никол ярко закрыл неудачу, оформив брутальный нокаут хайкиком в бою с Родолфо Виейрой. Чего-чего, но такого от Никола мало кто ожидал. Если Бо смог добыть победу лишь под конец встречи, то Кайл Дакас, его оппонент, заканчивает поединки, которые едва начались. В 2 последних боях он одержал победы, на которые суммарно, то есть вместе, потратил всего 93 секунды. Кайл не проигрывает на протяжении 6 поединков подряд, и успешное выступление сегодня серьезно поднимет его акции. Бо достаточно быстро проводит тейкдаун и занимает позицию сверху и не спеша работает ударами. Так было большую часть раунда, но рефери это наскучило, и он поднял бойцов обратно в стойку. Казалось бы, очень невыгодное действие от рефери для Никола. Но не тут-то было. Бо в стойке доносит 2 прямых удара до головы Дакаса и отправляет того в нокаут. Бо Никол побеждает нокаутом в конце первого раунда. Вот это турнир. Бои пока полностью оправдывают все ожидания. Маурисио Руфи вернулся в клетку в феврале этого года, чтобы встретиться с Рафаэлем Физиевым. В том бою Руфи напомнил, что является высококлассным ударником и смог нокаутировать Физиева уже во втором отрезке. Так бразилец оказался в десятке лучших легкого веса. Потихоньку эту десятку покидает Майкл Чендлер. В этом году железному Майку исполнилось 40 лет, а за его плечами 33 профессиональных поединка. Его дела идут совсем не очень, 3 поражения подряд. Но Майк всегда был, знаете, таким американцем на максималках, поэтому и получил свое место в историческом карде Белого дома. Майкл Чендлер сходу предпринимает несколько попыток пройти в ноги, но был максимально далек от успеха. Руфи втыкает несколько джебов и открывает охоту за головой.
Он преследует Чендлера, а тот буквально вынужден убегать. Руфи сначала пробил ногой с разворота в корпус, а через минуту уже в голову и пошатнул железного Майка. Следом точный апперкот и еще одна вертушка, после которой Майк уже не мог твердо стоять на ногах. Бразилец набросился на него и добил окончательно. Маурисио Руфи побеждает нокаутом в первом раунде, пока все бои этого карда заканчиваются досрочно. Джош Хокет невероятно быстро обрел популярность и завоевал место в пятерке лучших тяжеловесов планеты. Еще в прошлом году о нем никто не слышал, только в августе он подрался на контендере. В ноябре дебютировал, а сейчас уже с рекордом 3-0 в UFC имеет место в историческом карде. Бой с Льюисом Джош принял сразу после зубодробительного поединка с Кертисом Блейдсом, который произошел 2 месяца назад. Дерек Льюис тоже успел подраться в этом году. В январе он встретился с Валдо Кортесом Акостой. Льюис пребывает далеко не в самой лучшей форме и тогда оказался в нокауте. Но в этот раз Дерек обещал не подвести фанатов. Первый раунд с дистанции Хокет доносит одиночный, а Льюис заряжается на 1-2 удара, но все по воздуху. В середине раунда Хокет оформляет перевод и начинает хорошо забивать ударами, нанес сечку, а в конце раунда вышел на рычаг локтя. Но Льюис заработал новый хайлайт для своей карьеры. Он не пытался выбраться из болевого, а на лице у него царило полное спокойствие. Звучит гонг, Хокет выиграл раунд. Вторая пятиминутка, Льюис защищается от проходов, но в стойке пропускает чуть ли не все удары. Сам же абсолютно каждый выброшенный был по воздуху. С каждой минутой он пропускал все больше и больше. Сил уже не было даже удерживаться на ногах, и в итоге от одного из пропущенных он упал и ушел в глухую защиту. Джош Хокет побеждает нокаутом во втором раунде. Шон О'Мелли одолел Сонга Ядонга в начале этого года, но только по очкам. О'Мелли и сам понимает, что последний раз нокаутом побеждал в 2023, когда становился чемпионом. Этот неприятный факт он намерен разрушить уже сегодня, но напротив соперник крайне неудобный. Айман Захаби идет на серии из 7 побед подряд. Его поединки часто получаются близкими, а победы спорными. Но этими же выступлениями Захаби показывает готовность идти до конца. Канадец хочет залететь в титульную гонку, но для этого необходим еще один шаг. Сумел ли он пройти экс-чемпиона? Или Шон вернулся к ярким нокаутам? Весь первый раунд Шон расстреливал Аймана с дистанции, тот не понимал, как подступиться. Лишь разок хорошенько встретил, и до последней минуты раунда пятиминутка складывалась не особо зрелищной. Но в конце раунда О'Мелли сумел пошатнуть Аймана своими прямыми ударами, но развить успех до финиша не позволил уже гонг, раунд за О'Мелли. Во второй пятиминутке Захаби начал спамить лоу-киками, и Шона на полраунда это действительно сбило. Но во второй половине он уже адаптировался и продолжил вколачивать удары с дистанции. А ближе к гонгу об окончании второго раунда несколько его пронзающих прямых отправили Аймана Захаби в нокаут. Шон О'Мелли побеждает нокаутом во втором раунде. Уже сейчас можно сказать, что бои нас точно не подвели. Главный бой вечера. Алекс Перейра идет за историческим достижением. Поэтан находится в одном шаге от становления первым в истории бойцом, которому удалось стать чемпионом UFC в 3 весовых категориях. Для бразильца все сложилось как нельзя лучше. Аспинал выпал из-за травмы, а UFC решили ввести временный пояс. Соперником стал Сирил Ган. Именно он как раз и нанес тычок в глаз Аспиналу. Для Гана это уже 5-й титульный поединок. Выиграть французу в таких боях удалось лишь в бою за временный пояс. В преддверии боя мнения фанатов разделились буквально поровну. Одни были уверены в победе Гана, другие в историческом успехе Перейры. Раунд первый. Сходу Алекс забрасывает опасный хайкик, но руки Гана на месте. Дальше француз ожидаемо разбивал с дистанции бразильца. Постоянные джебы, фронт-кики в корпус и контроль дистанции. Великолепная работа от Гана. Не стоит на месте. К концу раунда у него стали заходить двойки и удары с задней руки. В первой пятиминутке он уверенно перебил Перейру.
В начале второго раунда Сирил Ган отправляет силовым джебом Перейру в нокдаун и начинает набрасывать град амплитудных ударов. Перейра на характере выживает, как непонятно, там столько ударов залетело, но он поднимается на ноги. Но и там продолжил пропускать, много пропускать, но отказывался падать. Уже не мог защищаться, но продолжал стоять на ногах. Тогда в дело вмешался рефери и остановил поединок. Сирил Ган побеждает Алекса Перейру техническим нокаутом во втором раунде и становится новым временным чемпионом UFC в тяжелом весе. Главный бой вечера. Илья Топурия выходит на первую защиту титула в легком весе и идет серьезным фаворитом. Грузин не сомневается в своей ударной мощи и вновь прогнозирует нокаут в первом раунде. Титульные победы Топурии пока выглядят безупречно. Нокауты в боях с Волконовски, Холлоуэем и Оливирой. Удивительнее только то, что на таком уровне Топурия на протяжении 6 боев получает бонусы. Кого наградами за лучший бой вечера и лучшее выступление вечера не удивить, так это Джастина Хайлайта Гейджа. Один из ярчайших бойцов промоушена в очередной раз пытается покорить титул неоспоримого чемпиона мира. Гейджа уже дважды становился временным чемпионом UFC, теперь его последняя попытка завладеть полноценным поясом. Первый раунд был богат на события, Джастин быстро стал сыпать джебы, и до последней минуты разменов было не так много, и те, что были, выходили на равных. Но вот с дистанции на порядок лучше выглядел именно Джастин, со временем он стал доносить кроссы и точно в голову. Лицо Топурии было разбито уже в середине раунда. Но на последней минуте они подарили фанатам уйму разменов, и вот в них лучше выглядел уже Топурия, но не думаю, что ему этого хватит, чтобы выиграть раунд. А вот во второй пятиминутке Топурия разгромил Джастина. Он поджимал его клетки и буквально уничтожал корпус, стрелял как из автомата, выбросил десятки плотных попаданий в корпус, чередуя с ударами в голову. В итоге Джастин свалился на канвас от ударов по корпусу, но вместо того, чтобы добить, Топурия начал пытаться исполнить рычаг локтя. И ничего не вышло. Он погряз в этом грэпплинге, хоть и находился в маунте. Разгромный раунд 10-8 в пользу Топурии. Третий раунд. Мы будто вернулись обратно в первую пятиминутку. Джастин сыпет джебы и роняет Топурию точной двойкой. Пытается задушить в партере, но не вышло. До конца раунда Топурия ловил десятки ударов и проиграл раунд. В конце Джастин пошатнул его еще раз, как итог, абсолютно все лицо Топурии разбито. Доктор был готов остановить поединок в перерыве, но его буквально пришлось уговаривать этого не делать. И да, он позволил выйти на четвертый раунд Топурии. В четвертой пятиминутке Джастин продолжал разбивать лицо Топурии, у которого уже нет живого места на лице. Глаз не видно, все залито кровью, огромные гематомы. Илья Топурия проявил характер чемпиона, не сдавался до последнего. Раунд закончился, и бой сразу же остановили из-за состояния Топурии. Ему нельзя было выходить на пятый раунд. Джастин Гейджа побеждает остановкой в перерыве перед пятым раундом. Джастин Гейджа становится новым чемпионом в легком весе, вот это да! Вслед за Стрикландом Джастин оформляет не менее шокирующий апсет. Заряжайте лайк и пишите, кто сегодня заслужил бонус в $400 тысяч. Да, в этот раз их подняли со 100 до 400 тысяч. Переходи в телеграм-канал Калугин ММА, смотри видео финиши, читай все последствия этого турнира. Ссылочка в описании, увидимся именно там. Пока-пока.